Офицер Джеймс Смит уже много лет верно служил в полиции, посвятив свою жизнь службе и заботе о безопасности жителей своего района. Он виртуозно знал не только каждую улицу и переулок, но и каждую мелкую деталь городского ландшафта, лавочки, фонари, даже старые вывески магазинов, которые не заметили бы многие. Весь этот опыт помогал ему мгновенно реагировать на необычные ситуации и быстро ориентироваться в самых сложных и запутанных случаях. В тот прохладный вечер, когда легкий ветерок играл с листьями на тротуарах, а свет уличных фонарей мягко и ровно освещал путь, он, как обычно, патрулировал улицы в привычном направлении. Внезапно он что-то заметил, маленькую девочку, которая сидела на холодном и грязном асфальте, покрытую пылью городской суеты. Эта хрупкая или маленькая девочка выглядела не только усталой, но и глубоко испуганной, словно оказалась в этом жестоком мире совсем одна. Ее глаза, большие и полные слез, отражали детский ужас и потребность в помощи и защите. Это был момент, когда Смит понял, что перед ним ребенок, который нуждается в спасении. Смит осторожно приблизился к девочке, стараясь не напугать ее еще больше, при этом внимательно слушая каждый ее шепот. Дождь перестал, но в воздухе витала тревога, и прохожие тоже обращали внимание на эту сцену, не понимая, что происходит. Маленький голос девочки был едва слышным, тихим и хрупким, словно ветерок пробирался сквозь него. Она прошептала 3 самые страшные для ребенка слова: «Спасите меня, пожалуйста». Эти простые слова мгновенно вызвали у Смита мурашки по всему телу, и холод пробежал по спине. Он почувствовал, как внутри что-то зашевелилось. Это был настоящий зов о помощи, который нельзя было игнорировать. Каждое слово звучало искренне и наполнено живой тревогой. Смит мгновенно понял, что ситуация требует немедленных действий. Это не просто случайная потерянная девочка, а человек, который уже оказался в опасности и теперь зависел от его помощи. Осознавая всю срочность происходящего, Смит оглянулся, чтобы вызвать подкрепление, и позвал свою напарницу, детектива Лизу Харрис, которая в этот момент патрулировала территорию в поисках взрослых. Кто мог бы знать что-то о девочке? Лиза подошла быстро, с решительным и внимательным взглядом, готовая выслушать и помочь. Джеймс рассказал ей всю ситуацию, поделился услышанными словами и тревогами, которые пульсировали в его сердце. Вместе они пристально осмотрели девочку, стараясь определить, насколько она пострадала, что ее могло напугать и как помочь в первую очередь. Смит достал свой телефон, сделал несколько снимков девочки и отправил их всем полицейским участкам и патрулям, работающим в районе и соседних кварталах, чтобы поискать любую информацию о ней и привлечь как можно больше людей к розыску ее семьи. Каждый час мог быть решающим. Вся улица и совокупность улиц под напряжением ждали известий. Прошло всего несколько минут, и к ним подошла пожилая женщина, уставшая, но с теплотой в глазах, когда она увидела девочку. Женщина, казалось, узнала малышку, и ее голос дрожал, когда она произнесла: «Это моя маленькая Лилит». Она рассказала, что девочка – сирота, уже долгое время находящаяся без присмотра или какой-либо эмоциональной поддержки. В ее жизни почти не было людей, кто мог заботиться о ней, кто мог бы стать настоящей семьей. Женщина пояснила, что Лилит – ребенок из приюта, и сейчас она больше ни с кем не знакома. Эта информация еще больше углубила тревогу полицейских, но и дала понимание, что девочка нуждается в немедленной защите и безопасности. Смит и Лиза немедленно приняли решение отвезти девочку в полицейский участок, где она могла бы оказаться в безопасности и под надежной опекой. Там, в стенах участка, сотрудники будут иметь возможность оценить ситуацию, начать официальное расследование и попытаться найти близких или опекунов. По пути в участок они обсуждали разные варианты,
стратегии поиска и защиты ребенка, придумывая, как распространять информацию и мобилизовать людей, чтобы найти ее родных или хотя бы знакомых, которые смогут позаботиться о ней. Они понимали, что город, боясь, большая сеть людей, и в них кроется надежда. Ночи и дни в полиции сменялись звонками и разбирательствами, но первых попыток найти хоть какую-то связь оказались безрезультатными. Никто из тех, кто откликался, не мог подтвердить родство или знакомство с Лилит. Однако одним насыщенным утром телефон офицера Смита зазвонил. Звонок поступил с другого конца города, из богатого района, который редко посещали обычные патрульные. Мужской голос на другом конце провода звучал уверенно, но с оттенком тревоги, сообщая, что там могут появиться важные сведения, касающиеся девочки. Смит и Лиза моментально изменили свои планы и направились в этот престижный район. Туда, где сверкающие особняки соседствовали с лесными массивами и зелеными аллеями. Когда они подъехали к одному из самых роскошных домов, девочка будто ожила, ее глаза заблестели, а тело напряглось. Она остановилась и смотрела на дом, как будто тут что-то знакомое дергало за ниточки ее памяти и сердца. Офицеры обменялись тревожными и вопросительными взглядами, видя, что девочка каким-то образом связана с этим особняком. Им предстояло детально изучить ситуацию, проверить все возможные связи, хоть что-то, что сможет пролить свет на загадку. Лиза и Смит попросили разрешения осмотреть дом внутри. Мужчина средних лет, владелец особняка, открыл им двери с явно недовольным и обиженным выражением. В его голосе чувствовалась холодность, а в поведении – нежелание сотрудничать. Он твердо отказывался что-либо говорить о девочке, заявляя, что никогда не встречал ее и не имеет никакого отношения к ее судьбе. Однако между полицейскими и девочкой была невидимая связь, на которую они обратили внимание. Когда Лилит проходила мимо определенных комнат в доме, ее лицо и поведение заметно менялись. Она замирала, словно вспоминая что-то страшное и болезненное. Это насторожило и Смита, и Лизу еще больше. У них сложилось твердое ощущение, что мужчина пытается скрыть правду, а особняк хранит в себе много тайн. Невозможно игнорировать эти признаки. Решив не упускать момент, офицеры принялись за организацию тайного наблюдения за особняком, чтобы узнать, что происходит внутри и какие скрытые связи существуют. Несмотря на постоянные попытки сотрудников полиции выяснить факты, владелец дома проявлял полное равнодушие и неуважение. Он отказывался от любых бесед, не желая погружаться в допросы и проверки, и постоянно хлопал дверью перед полицией. Внезапно, в самый неожиданный и острый момент, девочка тихо произнесла слова, что заставили всех замереть. Есть и другие. Эта короткая фраза изменила весь ход расследования. В ее голосе звучала глубина ужаса и надежды одновременно, и офицеры почувствовали, что дело куда серьезнее и темнее, чем они ожидали. Они понимали, что речь идет не просто о потерянном ребенке, а о целой сети преступлений. Тогда было принято резкое, но необходимое решение – незамедлительно задержать владельца особняка и начать тщательный обыск в доме. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили в подвале спрятанную потайную дверь, ведущую в темное и холодное помещение, казавшееся заброшенным и страшным. Внутри помещения находился еще один ребенок, мальчик, которого запуганный и чрезвычайно истощенный, словно долгое время лишенный элементарных условий жизни. Ему было страшно и одиноко, и это открытие шокировало всех. Смит, Лиза и их команда поняли, что за фасадом богатства скрывается целая преступная организация, занимающаяся эксплуатацией и торговлей детьми в корыстных целях. Это было истинным ужасом, который требовал немедленного расследования и наказания преступников.
Владелец особняка был арестован по обвинению в эксплуатации несовершеннолетних и других связанных с этим преступлениях. Правосудие начало свой путь, чтобы восстановить справедливость и защитить уязвимых. Новость о спасении детей и раскрытии преступления быстро распространилась по городу, вызывая волну шока и возмущения среди местного сообщества. Люди собирались, высказывая поддержку пострадавшим и требуя, чтобы виновные были наказаны по всей строгости закона. Дети были немедленно помещены в специализированные центры и приемные семьи, где им обеспечивали безопасность, психотерапевтическую помощь и все необходимые условия для восстановления. Социальные службы и благотворительные организации работали без отдыха, чтобы помочь детям преодолеть травму и начать новую жизнь. Для офицеров Джеймса Смита и Лизы Харрис это дело стало не просто служебным долгом, а настоящим призывом души и сердца. Они знали, что даже после этого успеха их работа далека от завершения. Будущее безопасности детей требует постоянной бдительности и решимости. Они обещали себе и всему сообществу, что продолжат борьбу, чтобы ни одна история подобного рода не осталась без помощи, чтобы ни один ребенок не оказался в такой ужасной ситуации. Каждый день, каждое дежурство офицеров ГАМ – это шаг к миру, где дети будут в безопасности и в окружении любви. Если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вы найдете еще много трогательных, вдохновляющих и важных историй.